Здравствуйте! Снова приветствую вас на нашем канале. К сожалению, долго не мог выбрать время для монтажа нового видео. Сами понимаете, сезон начался. К слову, материала для новых видео накопилось огромное количество. Это и установка кондиционера в вольвешку, и интересные моменты работы, и еще много разных ништяков. Поэтому подписываемся, чтобы не пропускать новые видео. Итак, в данном видео мы рассмотрим процесс по замене ножа от вала на многофункциональном ковше на примере экскаватора-погрузчика Volvo BL71B. В нашем случае нож износился до критического состояния, при котором начал изнашиваться сам ковш и подушки ковша. И если в этом случае бездействовать, то неизбежно наступят необратимые последствия, и ремонт усложнится в разы. К счастью, мы выбрали время и приступили к замене. Нож можно приобрести, как в нашем случае, оригинальный у официального дилера, или заказать на специализированных заводах, которые вырезают ножи новые по вашим размерам из больших листов. Материал ножа должен быть соответственным. Это сталь Hardex, отличающаяся своими свойствами, такими как износоустойчивость и надежность. Итак, нужен специалист с болгаркой, который внимательно рассмотрит деталь и сделает правильный рез. К слову, у двух одинаковых машин разных годов сварочный шов, с помощью которого нож приварен к ковшу, отличаются глубиной проварки. В нашем случае шов был более поверхностным, поэтому срезать его было проще, чем на другой точно такой же машине. Стоит отметить, что срезать за один раз весь нож может не получиться, поэтому будет целесообразно срезать нож по частям. Это немного облегчит задачу. Сварочный шов заводского ножа расположен по всему периметру ножа. Прорезаем верхний и боковой швы и отрезаем часть ножа, как показано на фото. Потом при помощи зубила пытаемся отломить часть ножа. В нижней части сварочный шов уже сточился, поэтому его резать не пришлось. Таким же образом отрезаем весь нож по частям. Изношенный нож не выбрасываем, для него есть особое применение. После того, как отрезали нож, получается ровная площадка, в которую вкладываем новый нож. Если новый нож имеет кромку, то его устанавливаем так, чтобы острая часть кромки была спереди. После установки ножа прихватываем его в нескольких местах. Важный момент. Площадка ковша может быть не совсем ровной, так как при работе ковшом углы принимают на себя большую нагрузку, и от этого они немного деформируются. При монтаже нового ножа не стоит изгибать новый нож, стараясь плотно прижать его к площадке, так как плоскость ножа будет неровной, могут появиться щели при закрывании челюсти, а также нож будет в постоянном напряжении. В нашем случае для сварки ножа использовалась сварка полуавтомат. Данный метод более удобен, шов более чистый. Но при отсутствии такой возможности можно использовать и электродуговую сварку. Проварить новый нож нужно также по всему периметру. Так как вместе с ножом изнашиваются еще и подушки ковша, их также нужно устанавливать. Старый изношенный нож нам тут очень пригодится, так как он изготовлен из износостойкого материала. Нарезаем старый нож на нужные отрезки и привариваем поверх подушек, так как показано на фото. Новый нож имеет большую высоту, и если ограничиться креплением по периметру,
При большой нагрузке он может деформироваться. А при данном исполнении подушки создают дополнительную жесткость конструкции. В итоге получается отличный нож, которым удобно пользоваться в работе. Данный нож был протестирован под различными нагрузками и при различных методах работы. Все работает отлично, крепко и надежно. На этом данное видео заканчиваю. Надеюсь, оно кому-то будет полезным. Если вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на наш канал, пишем комментарии. Всем пока!